Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Александр Михаленко. Как видите, мы находимся в бамбуковой роще, а находится она в том месте, в котором вы давно просили снять видеоролик. Это Массандровский парк. Сейчас пройдемся по территории парка, посмотрим, что здесь, потом отправимся с вами на море. Что, погнали? Круто побродить вот так среди бамбука. Вы знаете, как я его обожаю просто. В общем, пошлите смотреть на парк. Вот такая здесь красота, все зелено, природа уже проснулась здесь. И вот такое большое перед нами живописное дерево, это кедр ливанский. Смотри, какое высокое. Конечно, друзья, мне очень нравится ЮБК. Еще несколько дней побуду здесь, полюбуюсь этой шикарнейшей природой. Завтра, возможно, пойдем с вами в горы, погуляем по горам. Давно уже не ходили. Честно скажу, вообще не хочется никуда идти, просто сидеть вот здесь на скамейке, слушать пение птиц и любоваться этой природой, потому что природа ЮБК потрясающая. Все, друзья, сидим здесь на лавке сегодня целый день, отдыхаем. Сегодня уходим в отпуск. Те, кто приезжает на отдых в Крым, высоко оценивают не только пляжи и туристическую инфраструктуру, но и природу. Здесь масса интереснейших уголков. Иногда бывает и так, что природные и рукотворные чудеса объединяются в одно. Таковым совершенным местом принято считать Массандровский парк в Ялте, где человеческие руки довели красоту матушки природы до совершенства. Массандровский парк в Крыму создавался довольно-таки долгое время. Начало работ по благоустройству своего имения положил еще граф Воронцов. Для их проведения был нанят опытнейший садовод, как теперь сказали бы ландшафтный дизайнер Карл Кебах. Граф поставил ему задачу, максимально сохранив естественность ландшафта, убрать лишние деревья и добавить экзотической растительности из разных стран. Мастер справился со своей задачей блестяще. Деревья из Америки и Азии смотрятся в Крыму как родные. Участок условно разделен на две части. Рядом с дворцом он имеет регулярный ухоженный французский вид и называется Верхней Массандрой. Затем регулярная часть плавно переходит в ландшафтную, напоминающую настоящий лес. Это Нижняя Массандра. В последние годы парковая зона пришла в некоторое запустение. Не привносил эстетики в ее оформление и расположенный здесь же отельный комплекс. По курорту ходили упорные слухи о возможной продаже этой земли под элитную застройку. Ландшафтные участки начали напоминать настоящий дикий лес. Но сегодня имеются все шансы на то, что в городе Ялта Массандровский парк, имеющий статус памятника общегосударственного значения, выживет и сохранит свое значение как место культурного отдыха. Строго говоря, за общую идею оформления достопримечательностей Ялты отвечают не цари, а граф. Именно Воронцов пожелал иметь на своей территории редкостные растения из других земель и эндемиков Крыма. Подобная задача возлагалась и на мастеров, создавших Ливадийский парк. Оба памятника имеют схожие черты. В результате по богатству растительности Массандровский парк в Ялте догоняют куда более прославленный Никитский ботанический сад. Здесь имеются американские секвойи, атласские ливадийские кедры, бамбуковая роща. Дубов здесь несколько видов, все они уникальные и чрезвычайно интересны для посетителей. Из собственно крымских видов здесь процветают фисташка, иглица понтийская, различные разновидности сосен, древовидный можжевельник. Некоторым старожилам растительного мира, растущим тут уже не одна сотня лет, имеется даже подозрение, что здесь произрастают и тысячелетние экземпляры. Место расположения сада благоприятствует произрастанию южных растений. Горы надежно закрывают его от северных ветров. Во время прогулки можно видеть живописные склоны Массандровской Яйлы. На них, собственно, расположен дворец и верхний парк, а также знаменитые острые зубцы Айпетри. В регулярной части Массандровского парка древесную растительность естественным образом дополняют цветы. Когда-то здесь было немало статуй, копирующих греческие и римские образы. Сейчас они почти исчезли. Виноваты в этом не воины и не вандалы. Скульптуры изначально были сделаны из низкокачественных материалов и быстро утратили свой вид. Ввиду некоторой запущенности зоны, не все тропики тут сохранили четкость, так что карта может сориентировать далеко не всегда. Однако ее площадь менее 42 гектар, так что заблудиться по-настоящему здесь не получится. Несмотря на пережитые трудные времена, участок сохраняет свою живописность. Туристы и профессионалы делают здесь очень красивые фотографии. Большинство редких растений, посаженных здесь в царское время, живо и сейчас, продолжая украшать пейзаж. И пусть творилось все это для графов и императоров, ныне Массандровский парк в Ялте принадлежит всему народу и должен быть сохранен общими усилиями.
Здесь, в центре Массандровского парка, находится вот такое озеро. Называется оно Черепашье озеро. И как видим, здесь вот я вижу черепашек. 4 штучки. Одна загорает на камне, а другие рядом плавают. Давайте приблизим поближе, чтобы вы тоже их рассмотрели. Вот они, друзья. Надеюсь, вам видно. Раньше здесь еще, говорят, были лилии в озере, но сейчас я почему-то их здесь не вижу. Видать, не пережили нашу холодную зиму. Вот такое здесь место. Ну, конечно, парк еще требует доработок. Он такой, кажется, полузаброшенным. У меня такое ощущение, по крайней мере. Хотя скамеечки, урны, все здесь поставили новенькое. Вот такое, друзья, озеро. Давайте поближе подойдем к черепахам. Вот они. Шел одно интересное дерево. Тис леси украинки. Посмотрите, насколько он высокий. Интересно, сколько ему лет. Он является реликтом до ледникового периода. Такие деревья росли еще в ту эпоху. И сейчас хорошо тоже размножаются от семян. Посмотрите, какие ветки у него прям ровно так отходят. В общем, очень-очень необычно. Листочки у него, смотрите, какие. Почти как иголочки, но вот такие плоские. И обычно на нем должны быть ягоды, но сейчас еще не сезон ягод. Вот он только зацветает, и скоро здесь появятся красные ягодки. Не знаю, их вроде бы есть нельзя, ядовитые они или нет, не знаю. Но природа здесь уже мне начинает нравиться. И ощущение, друзья, того, что он такой типа полузабытый какой-то парк. Прям не знаю, как вам писать. От этого становится еще больше и интереснее по нем бродить. Что здесь есть такие деревья. И такая уникальная природа. Просто в открытом доступе любой желающий может сюда прийти, посетить его, походить здесь. И смотрите, это прям кипарисы гигантские какие-то. Они очень и очень высокие. Я не знаю, наверное, самые высокие, которые я видел. Произрастают в этом парке. Такие ровные все. Как красиво этот плющ оплетает деревья. Они становятся вот такими зелеными. Действительно, в каком-то юрском периоде мы с вами идем по каким-то джунглям. Очень красиво здесь. Смотрите. Мне написали в комментариях, что он не высасывает, оказывается, жизнь деревьев. Но мне кажется, наоборот. Смотрите, как он впитывается в него. Впивается просто. Но не знаю. Напишите свое мнение касательно вот этого растения, которое оплетает деревья. На окраине Массандровского парка находится та самая знаменитая гостиница Ялта Интурист. Конечно, она очень громадная, особенно когда вы вот так близко к ней подойдете. Вживую, друзья, она намного больше кажется. Цены на проживание здесь от 4500 рублей за обычный номер и 15 000 рублей это максимальная цена за люкс номер. В принципе, за 4,5 можно пожить, но пока еще не зарабатываем столько. Вот такая, друзья, Ялта Интурист. Многие из вас здесь отдыхали. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам вообще отдых в этой гостинице. Понравился или нет. Если есть какие-то минусы, обязательно о них тоже нам напишите. Ну и о плюсах тоже ждем развернутые ваши комментарии. Парковка перед отелем уже занята. Интересно, что здесь творится летом. Сколько здесь машин будет стоять. И вот такой у них просто шикарнейший, друзья, вход в гостиницу. Вот такая орнамент здесь. Очень красиво все это смотрится. Но, конечно, гостиница громадная просто. Видите, Ялта, гостиница 4 звезды здесь. Вот так. Завидую тем, кто здесь отдыхает, особенно на верхних этажах. У них, наверное, вид на море, на Крымские горы. В общем, отдых, наверное, здесь проводите просто прекрасно. Ялта Интурист, зовите меня в гости, я тоже хочу у вас отдохнуть, хотя бы пару деньков. Видим, приезжают сюда на автобусах отдыхающие, друзья, их встречают вот такие леди на ходулях. Но отдыхающие есть, что я могу сказать, сезон уже точно в Крыму стартовал. И посмотрите, какой там вдалеке вид на горы. Вон они в снегу, давайте поближе покажу вам. Представляю, какой там из окон у них шикарный вид, просто. Если отсюда такой открывается. Некоторые уже выезжают, им я не завидую, они уезжают из Крыма. В общем, друзья, просто красота.
Как вас зовут и откуда вы? Валерий, это моя семья, мы из Москвы. Мгм. Так, отдыхаете в Ялта Ялта Интурист. Интурист, да. Если не секрет, почем тут номера? Мы бронировали в декабре, у нас обошлось 72 тысячи. Вот, Это на сколько Питер дней? На 4 дня. На 4 дня, понятно. Да, Как там, с на каком этаже? питанием. На 10-м. Как вид? Вид на море, на горы, отличный вид. Отличный. Понятно. В море не купались еще? Нет. Будете купаться? Хотел ваш подвиг повторить тоже на море. Ну, нужно обязательно искупаться. Да. Может, завтра, завтра. Так, куда уже ходили тут? Что Сейчас интересно ездили видели? на Петре, там снег еще лежит. Снега много. Так, а на чем поднимались туда? На машине, мы на машине. А, вы на приехали своей с Москвы, машине, да? Легковая или джип какой-нибудь? Легковая. То есть можно уже заехать нормально? Можно, да. Летняя резина, зимняя? Летняя. Летняя. Ну все, друзья, можете ехать уже значит, на летней Да. резине. Машин много, там очень много машин. Много, да? заезжает. Так, а на водопад заезжали? Вода Да, есть в нем? да. Воды много на водопаде. Понятно. Так что Ладно, давайте, спасибо вам, хорошего вам отдыха. Давайте, до свидания. Конечно, можно. Снова вернулись с вами в Массандровский парк. Посмотрите, как необычно здесь посадили эту сосну. 6 сосен вот так кругом растут. Так, что тут написано? Давайте почитаем на табличке, как они правильно называются. Сосна итальянская, пиния. Ареал, Европа, побережье Средиземного моря. Интродуцирована в Крыму и на Кавказе в культуре с 1814 года. Вот так, друзья. Но высадили прям очень необычно. Давайте зайдем в круг. Это какое-то место силы прям. Смотрите. О, посмотрите вверх. Как красиво. 6 сосен в кругу растут. Первый раз такое вижу, конечно. Но молодцы те люди, которые делали тут ландшафтный дизайн парка. Мне, честно говоря, он понравился. Но это еще не конец. Мы с вами идем дальше. Говорят, что где-то здесь растут секвойи. Я, к сожалению, не могу их найти. Не знаю, в каком месте. Парк сам такой приличного размера. Но сейчас будем их отыскивать. И потом уже спустимся к морю. Посмотрим, какое сегодня у нас море. Вот так, друзья. Сосны, конечно, тоже очень такие высокие, гиганты. Очень красиво. Здесь у нас высажена аллея роз, но они расцветут где-то в мае, поэтому нужно будет сюда обязательно вернуться, чтобы посмотреть, как цветут эти розы. Даже вот есть картиночки такие, можно посмотреть, как называется роза, каким цветом она будет цвести. Так что это за роза у нас? Все не на нашем языке, не пойму, друзья. Но обязательно сюда вернемся, когда все зацветет. Посмотрим на всю эту красоту. А мы с вами отправляемся дальше искать секвойи. Где же они? Вот тут какие-то фиалки уже расцвели под кустиками. Смотрите. Вот такие фиалочки. Тоже красиво цветут. И вот какое-то растение необычное с такими острыми шипами, как иглы. И у них вот такие ягодки. Что это, я не знаю. Как и в каждом парке Ялты, здесь есть своя пальмовая аллея. Ну, конечно, с одной стороны, пальмы нужно привести в порядок, потому что они, походу, засохли, две пальмочки. Остальные, вот, как мы видим, прорастают, растут. Значит, все будет хорошо. Здесь тоже, смотрите, в эта нижняя часть парка, она прям очень хорошо ухожена. Мне здесь очень нравится. Верхнюю, конечно, еще чуть немного нужно привести в порядок. Но природа, конечно, совмещение пальм, кипарисов, разных сосен, кедра, прям невероятное. Друзья, это самый чистый воздух, которым я, наверное, дышал. Вы просто не представляете. Эх, конечно, круто вот так одному побродить по парку, посмотреть все эти красоты крымской природы. Я здесь, кстати, в первый раз. Мы много раз просили показать вам этот парк. Не знаю, почему я сюда не доходил, но здесь тоже очень красиво. Вот такие здесь ливневки. Видим, бежит вода с гор. Там снег на Петре немножко тает, и все вот так стекает сюда в море. Вот такие деревья. Они прям видно, что здесь росли очень много лет. Возможно, есть некоторые, которые несколько сотен лет росли. Потому что такие высокие деревья, такие пышные. И за ними полагается надлежащий
уход. Но территория, конечно, замечательная. И радует, что этот парк бесплатный. Здесь можно бесплатно прийти погулять, насладиться по-настоящему крымской природой. Поэтому не сидите в номерах в Ялте, если будете отдыхать. Обязательно путешествуйте, бродите по всем паркам, по всем таким интересным местам, чтобы по-настоящему увидеть вот такой интересный Крым. Здесь прям целая такая поляна этих фиалок. Тоже посмотрите, какой цвет у них красивый. Давайте поближе их вам подсниму. Может, они фиалки, но я их называю фиалки, друзья. И вот такое интересное тоже растение. Желтеньким цветет. И вот такие ягодки. Только не пробуйте их, возможно, они ядовитые. Вот. Конечно, здесь бы не мешало привести все эти дорожки в порядок. Тогда бы парк преобразился. А так, видите, есть такие разрушенные места. И чем выше поднимаемся, тем их становится больше. Если возле Ялты интуриста там все более-менее нормально, то чем глубже, выше поднимаемся в парк, тем становится не так похуже. И парк становится, видите, неухоженный. Сухостой валяется, опиленные какие-то ветки. Ну, в общем, парку есть куда расти. Я, конечно, очень надеюсь, что в будущем здесь все сделают, и он будет привлекать сюда еще больше туристов и людей, которые будут приходить и наслаждаться всей этой природой. Смотрите, дерево цветет на фоне бамбуковой рощи. Пришли с вами в такое интересное место. Здесь, видите, вырезаны скульптуры прямо из деревьев. Когда-то здесь росли деревья, потом они высохли, и из них вырезали вот такие интересные и красивые скульптуры. Не стали их спиливать под корень, поэтому я считаю, что правильно сделали. Большие молодцы. Посмотрите, какая красота. И вверху сидят совы. Но, в принципе, мне очень нравится. Так, здесь на змея даже ползет. Здесь несколько таких скульптур. Давайте всех покажу вам. Самое, наверное, интересное — это жар-птица. Оставим ее под конец. Или сейчас давайте сразу покажу. Вот она. Нет, давайте сначала эту покажу вам. Это или собака, или медведь. Нет, это собачка. А вверху у нас какая-то курочка сидит. Здесь тоже кролики есть. В общем, видите, молодцы, что не спилили деревья, а вырезали в них вот такие интересные скульптуры. Согласитесь, смотрится это красиво. А тут дерево уже начинает даже вот расти. Дерево еще не умерло, пустило веточки. Ну, друзья, жар-птица, вот она, какая красавица. Как ее тоже красиво вытесали прям из дерева. Давайте по газону не будем ходить, а просто приблизим камеру и посмотрим ее вот так поближе. Ну, красавица жар-птица. Вот такая она здесь, в Массандровском парке. Так, друзья, у нас уже ромашки распустились. В общем, все цветы в Крыму уже распустились. Так, сейчас у нас по пути дальше будет охотничий домик. Не знаю, можно ли в него заходить или нет. Но по пути еще также встретятся вот такие скульптуры. Здесь у нас еноты. Вот так енотов вырезали, тоже красиво. Так, а следующая у нас такая скульптура — это орел, либо ворон. Ну, по лицу напоминает ворона больше. Да, это... Нет, это орел все-таки. Нет, это ворон. Короче, я не знаю, кто это. Ага, здесь тоже, видите, маленькие такие. Здесь цапля с этой стороны. Ух, как интересно сделали. Здесь с этой стороны такие цапли две. Здесь вот их детки. В общем, вот такая красота здесь есть. Здесь у нас расположился охотничий домик. Жаль, что он закрыт. Хотелось бы посмотреть, что там вообще внутри охотничьего домика. С такой черепичной крышей. Но здесь, как я вижу, кто-то живет. Скорее всего, какой-то сторож. Потому что там собачка и коты. Так, уходим. Собак я не люблю больших. Не беги сюда, я свой. В общем, друзья, тогда лучше не подходить. Там большая собака на привязи.
Хорошо, что на привязи. Ладно, давайте отправляться дальше. Конечно, что я могу сказать за парк? Он мне очень понравился. Он бесплатный. Конечно, тут еще есть над чем поработать, сделать все эти дорожки более-менее красивыми и пригодными для прохождения. Конечно, еще не хватало бы немножко поухаживать за территорией. Ну, не то, что там мусора. В плане мусора здесь мусора нет. Здесь стоят урны, люди не мусорят, обверток их не видел. Ну, там какие-то лишние сорняки, там какие-то кустарники немножко почистить. И тогда здесь будет такой один из самых тоже шикарнейших парков Крыма. Я думаю, он тоже входит в пятерку шикарнейших парков Крыма. Поэтому, конечно же, посетите его, вы не пожалеете. Тем более он абсолютно бесплатный. В любое время любой желающий может свободно сюда прийти и прогуляться, насладиться крымской природой. Нашел вот такое место, к сожалению, за ним никто не ухаживает, но здесь можно было бы сделать что-нибудь красивое. Как видим, водоемы эти никто не чистил уже несколько лет, все они грязные, куча веток, листьев, мусора в них, к сожалению. А можно было бы сделать какие-нибудь интересные здесь фонтаны, согласитесь. Поэтому парку есть еще куда расти. Надеемся, что он вырастет. Это лилии растут или что это? Вот, друзья, листья похожие такие на лилии. Так, нашел дерево. Это персик. Как видим, бутоны только собираются распускаться. Поэтому, думаю, через пару дней оно тоже очень будет красиво расцветать. Вот один цветочек уже у нас зацвел. Смотрите, какая красота. Точно скоро начнутся цветения садов персиков. Обязательно вам их тоже покажу. Если вдруг не подписаны на канал, обязательно подпишитесь, потому что Крым еще впереди, много интересных у нас с вами мест и различных событий. Уже выходим из парка, и нас тут так провожают поляна медведей. Вот такие медведи стоят, два больших и один маленький. Тоже, друзья, вырезаны из деревьев. Надеюсь, это не секвойи, которые здесь росли, потому что очень уж похоже здесь кора на секвойи и толщина дерева. Улица Дрожинского находится в восточной старой части города, на южных склонах Паликура, исторически самого старого по заселению холма Ялты. Улица начинается от улицы Свердлова почти в самом центре и идет на восток над морем практически без спусков и подъемов, заканчиваясь у самой восточной границы Ялты как города. Полная длина улицы составляет около 1900 метров. По положению улицы понятно, что она довольно старая, судя по всему, она начала застраиваться еще с 1950-х годов. Изначально она называлась Массандровская, нынешнее название получила в 1967 году в честь ялтинского революционера Дрожинского. До сих пор улица сохранила довольно плотную, хаотичную и эклектичную малоэтажную застройку, хотя там-сям, разумеется, встречаются разнообразные новоделы. В любом случае, даже несмотря на отсутствие каких-либо достопримечательностей, Дрожинку, как ее называют местные, вполне можно отнести к необычной и даже интересной части Ялты. Только гулять здесь нужно в тихий сезон, когда людей и автомобилей поменьше. В конце 1980-х годов, когда частного автотранспорта было мало, улица была весьма активной в транспортном отношении. Однако сейчас она потеряла былое транспортное значение. Судя по дорожным знакам, движение на ней одностороннее, из центра города на восток, что, однако, не всегда соблюдается. Эта улица по колориту уступает, пожалуй, только Гурзуфу. Необычная и непривычная Ялта, красивая и такая не похожая на саму себя, а точнее не похожая на ту, которую мы видели с вами раньше, не заглядывая дальше набережной. Дрожинского считается одной из центральных улиц и проходит параллельно Массандровскому пляжу. В интернете о ней пишут многое, кто-то называет Ялтинской Рублевкой, а кто-то попросту трущобами, но лично я не мог убрать телефон, чтобы не снять для вас каждый ее закуток, ведь место это действительно очень атмосферное. Это намного круче, чем цветение сакуры в Японии. Посмотрите на Ялту, какие здесь улицы есть, какие деревья, друзья. Они просто огромных размеров и все вот в таких розовых цветах. Просто невероятно. Поэтому весной в Ялту я вам рекомендую приехать. Очень похоже на персик. Скорее всего, это и есть персик. Листочки похожи. Посмотрите, друзья. Просто миллионы цветов. Люди не проходят мимо. Все фоткают. Да, Инстаграм скорее, либо на память. Непонятно. Но согласитесь, Ялта, конечно, весной прекрасная. Помимо этого, состояние оборудования рельсовых путей южного
я думаю, что давайте завершать этот видеоролик. Надеюсь, вам понравилась наша сегодняшняя прогулка. Показал вам Массандровский пляж, показал вам древнюю улицу Ялты. Ну и немного моря на прощание. Вот такое сегодня у нас море. Немножко волнуется, но шторма, как видим, большого нет. Поэтому я надеюсь на вашу максимальную поддержку. Вы знаете уже, что нужно делать. А мы с вами встретимся уже завтра в новом видео. Всем пока!